Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за Капитана Лизи, будем сегодня капитанить в командных боях, да, неожиданно. Ну, решил среди них остаться навсегда, наверное, судя по всему. Итак, ребятки, по новостям, давайте пройдемся быстренько. Золотая лихорадочка на сутки завезли, как говорится, вперед, открывайте сундуки, которые у вас остались. Потом, вчера разработчики спалили нового персонажа. Да, у них была ошибка в игре, и он был доступен. Не всем, конечно, но был доступен. Что по итогу мы имеем? Ну, пока что про него ничего нет. Разработчики пока не планировали его выкладывать, поэтому ждем, как говорится, официального анонса, и тогда уже будет полноценный видос, да, все дела, как вы любите. Ну, а также у нас небольшая еще акция, в сообществе она доступна, можете зайти, посмотреть. Акция опять на 4000 гемов, но это только для тех ребят, которые имеют один из 3 скинов. Это легендарный скин Шиноби или как там, ниндзя на Ларе, потом скин Гейши на Джейд и скин Тень для Павлина Рави. Вот, ну блин, ну не показывают, ну задолбала меня эта игра. Короче, в общем, вот эта новость. В чем суть? Вам нужно занять топ-1, ну не топ-1, в общем, MVP получить в бою. Я так понимаю, здесь подробнее будет написано, ну, скорее всего, скинуть скриншот, и вы будете один из участников на розыгрыш 4000 алмазов. Такие вот дела. По-другому никак. Ну, опять же, 4К алмазов, почему бы нет? Есть один из скинов, вперед, заняли MVP, скинули скриншот, красавчики, есть шанс, соответственно, на победу. Опять же, сколько можно скриншотов скидывать, я не знаю, но это все в ваших руках. В общем, кто хочет 4К гемов, вперед, участвовать. Ну, а мы отправляемся в командный бой. Сборочку не мимо, хотя, ну блин. Не, ну сборка у меня идеальная, опять же. На выживание, на урон для гранатки. Для Лиски это вообще топовая сборка. Конечно, можно там Сандоли Святого взять, вот это вот все. Но вы видите, что сейчас пока что с командными боями нет смысла этого делать, потому что тебя просто шотают. Тебя просто шотают. Они хотят, ну вот видите, командная игра, да? То есть ты им показываешь, а они не игнорируют. Ну ничего, мы зато залутались, а остальным, как говорится, без разницы. Им, значит, не нужно. Так, нужно намекнуть опять. Мои намеки, кому бы они были? Всем, как говорится, без разницы на мои намеки. Поэтому идем дальше, нагибать. Погнали. Но пойдем к этому, к Баку и Никсу, потому что у них здесь... Ну, более... Ну, все-таки их тут двое. Не то, что там один наш Никс, да? Но вообще нам нужно сейчас будет с Баком как-то вдвоем тащить. Я не знаю как. Придется очень тяжело, на самом деле. Потому что, видите, у нас Бак такой себе. Бачка хилим, бахаем. Достаточно неплохо получается. Это пока что гранатку закидываем. Пока что. По змеюке надо сейчас бахать очень много, потому что она основной дамагер в бою в этом. Как видите, сейчас тут несколько сквадов вместе играют. Никс бесит меня очень сильно. Зараза такая бесячая. Орел, конечно, не быканул на Бака. Это очевидно было, что он не быканет. Кролика, получается, хорошенько подамажить. Видали, вот гранатки. Хорошая штучка очень. Очень хорошая штучка. Плюс я подхиливаю свою команду, поэтому мы немножко в большем преимуществе, чем другие сквады. Плюс я очень жестко дамажу сейчас. Так, нужно убивать этих сейчас ребят. Пытаться шотнуть. Не получается немного. Бачок у нас тут залетел. Нужно сейчас его резать идти. Так, ну у меня получается, в принципе. Получается нормально. Так, нужно сейчас отманеврировать, чтобы я выжил. Так, и Никса нужно добить. Отлично, попадаем в Никса. Кидаем гранатку фламингосика. Он ее фул не заминусовал. И отлично, и шотаем. Теперь нужно всех этих ребят здесь резнуть. В идеале, конечно, побыстрее. И пойти убивать остальных, которые к нам уже пришли. Видите, просто душат сквады по КД. И с этим надо как-то бороться. Но очень сложно, потому что у нас один баг, видите, а вот второй баг полностью неадекват, к сожалению. И против этого тяжело. Ну, тут мои тройные гранатки очень жестко решают. Смотрите, какой урон бешеный они наносят. И все это за счет того, что они такие крутые. Вот если бы я их не взял, их бы не было, и все было бы намного хуже. Но они у меня есть, поэтому мы изи разваливаем. Слон, конечно, быкует. Мне показалось, или я должен был попасть, но почему-то промахнулся. Это что, из-за модельки слона? Она что, не настоящая? В общем, не знаю, но мы победили. Было, конечно, тяжело. Бак большой молодец. Он один из тех, кто реально этот бой вытащил.
Конечно, пришлось в один момент очень жестко рисковать, потому что он забежал куда не надо было. Нужно было еще чуть-чуть подтянуть время, и ему, возможно, потом нужно было забегать. Так, ну, залутаем стеночку, точнее, скинем ее. Фух, это было жестко. Я знаю, там, скорее всего, сейчас змея еще есть 13 уровня, поэтому мы должны аккуратничать. Очень аккуратничать. Потому что змея 13 уровня может все-таки кое-как, но развалить. Потому что нужно себя вести более-менее аккуратно, надежно. Ставить яйца небольшие. Все равно сейчас мы найдем. Вот, нашли. Правда, я не знаю, там есть змея, осталась она или нет. Но она была там. Я ее помню, она была. Слон здесь. 12 уровень. Блин, видите, вот просто слон меня каким-то чудом почти до нуля шотнул. Я даже не заметил как. Ну вот, изи, да? Как бы. Поэтому Лиской нужно очень аккуратно играть, как я в принципе в этом бою играл. И за счет этого вытаскивать. Ну, повезло, что баг адекватный, если бы не он. Не знаю, как бы мы тащили этот бой, но по итогу все сделано, как должно было быть. И мы изи затащили. Жалко, я не добью сейчас Лизи. Автоатакой промахиваюсь. Хотя вроде гранаткой попал потом. Ну, не знаю. 6 киллов. 6 киллов у Бака и 4 у нашего еще Бака. Ну, в общем, смотрите. Дофига киллов мы сделали. Суммарно 16 плюс 18 киллов на команду. Да, ну этот Никс, конечно, было все понятно сразу. Но 18 киллов на команду. Даже с ботами это учитывать, это было эпично. По сути, взяли, развалили 3 склада. Это потому что они не одновременно на нас нападали. Ну, там было, конечно, одновременные моменты, но их не так много. Ух, закапитанили на Лизе. Было, конечно, тяжело, но приятненько. Вот такие бои — это кайф. Где ты тащишь, накал страстей, все дела, там, моменты переломные. И если ты не допускаешь ошибок и все делаешь красиво, и плюс твоя команда еще что-то там пытается делать, то можно и победить. Но опять же, рассчитывать на команду — это дело последнее. Даже сейчас, когда баланс подкрутили. Ну, можно сказать, что реально команды сейчас стали лучше. Но не настолько, чтобы прям вот они там тебе тащили все, а ты стоял и смотрел, да? Приходится самому все делать, опять же, какие было раньше. Просто чуть-чуть более понимающие союзники попадаются. Чуть-чуть. Незначительно, чуть-чуть. Так, нам сейчас нужно... Опять же, я наставил там... Ну, я сделал все, что мог. В этой ситуации... Вы видите, Брюс с ботинком что делает? Смотрите на карту. Смотрите. Он только что был здесь, он видел, что Аку умер. Видел, что я умер. Что он делает? Бегает. Гранатку лутает. Нормально? Ребятки, что думаете? Брюс с ботинком. Сразу видно мозг, да? Да, видно. Видно, прекрасно видно мозг. Ну, бывает, что? Отправляемся дальше. Обидно, конечно, что я могу сказать. Очередной Брюс с ботинком, да, прекрасно, просто убежал. Здесь дефибриллятор, а зачем дефибриллятор? Да, зачем? Он не нужен, да. Блин, 3 Никса. И жираф бесполезный. Шикарно. Чувствую, это тоже будет победа, очевидно, по балансу. Вот, мы баланс. Я, конечно, понимаю, что у меня у Лизи нету даже 2К, 1200 рейтинга. 2К хотел сказать. 2К, да, 2К нету тоже. Совпадение. Ну, как бы, вот это вот обидно. Ну, ничего не поделать. Играем, как играем. Пытаемся нагибать. Возможно, эти Никсы будут адекватные. И смогут что-нибудь, да, приятненького замутить. Но, судя по вот этому Никсу, уже все понятно. Эти, возможно, двое еще более-менее. Поэтому рассчитываем на этих ребят и тащим. Красиво тащим. Аптечку сейчас заберу, потому что... какая прекрасная игра, да, ребят? Да. Шикарно. Это не у меня, если что было. Это не у меня, это сервер. У меня там это... программка есть, которая чекает мое интернет-соединение, поэтому... Сами понимаете. Ладно. Не суть. В общем... Никс не двигается. Моя команда плюс-минус начала опять собираться. Намекнуем, что нужно играть команду. Надеюсь, это поможет. Нам бы сейчас в идеале, чтобы получилось так, что мы заходим в 2 склада, которые дерутся, последние. Которые уже на последнем издыхании, у которых уже ничего нету. И мы такие, опа, одну гранату кидаем, и все умирает. Вот этот результат будет идеальный для моего склада. Потому что я на них вообще не верю. Поэтому надо пытаться такое что-то замутить. Но это, опять же, просто удача будет. Поэтому ждем. Там что-то этот куда-то бежит. Куда ты бежишь, друг? У меня тут такие ловушки были. Ой, они сейчас под купол полезут, да? У меня будет держать дистанцию в любом случае.
В любом случае, держу дистанцию. Ну, конечно, Никс похилился, там у него было ж так много хпшки, надо было хилить срочно. Да. Таки да. Луи, как не больно, да? Как не больно. Так, пока что потихоньку выставляем эти штуки. Луи дамажим. Ну, видите, мне больше прилетает. Я просто не успеваю даже отхилиться. Потому что мне сейчас не роляют мои гранатки. А гранатки у меня сейчас это основное оружие. Так, ну сейчас, видите, красиво гранатки зашли. Всеми тремя попал. И рассказал, что почем. Генрика пробахали. Ну, вот видите, мне как-то Генри зацепил. Каким-то чудом это делал. Вот видите, вот моя команда. Я про это и говорил, ребят. Потому что полностью бесполезные персонажи. Ну вот что я могу сделать? Вот что я могу сделать? Они просто ничего, кнопки не нажали, умерли и все. А мне соло сражайся с складом 12 уровней. Баланс? Баланс. Ну, как говорится, баланс-то у нас хороший. Да, хороший. Очень хороший. Ага. Аж 10 хороших балансов из 10. Подкрутили, да. Ну, что я могу сказать? Очень сложно. Очень сложно настроить баланс, чтобы тебе хотя бы такие уровни, как ты, попадались. Плюс по рейтингу было адекватно. Но это невозможно. Это невозможно. Это же надо циферки там где-то написать в программчике у них. Ну, в игре, да? В подборе. Поэтому вот, 7, 9, 10, а против меня будут 15. Как обычно. Вернули, походу, все назад. Ну что ж, наслаждаемся, ребят. Наслаждаемся. Ладно. Выбора особо нету. Нагибаемся тем, что есть. Противники лутают аптечки, а мы просто страдаем. О, 13 Джейд, нормально. Ну, конечно, я 13 тоже, 13 Лизи. Я не Джейд немножко, да? Немножко нет. Так, ну, более-менее нормально. Вот, зато моя 10 Джейд, посмотрите, как играет. Классно, да? Классный геймплей на Джейд. Очень классный геймплей. Они там, кстати, аптечки лутают, а у нас нет. А у нас мы не лутаем, у нас Джейд стоит просто. У нее же кофе. Вот мне это понравилось, знаете, ребят. Джейд с кофем, да? Как вам? Скажите, классно звучит. Джейд с кофем, это просто эпично звучит. Джейд с кофем это прекрасно, я считаю. А вы как считаете? Здесь вы считаете точно так же. Каким-то чудом мы убиваем тех челиков. Так, блин, бобер здесь гадский. Душит. Ну, наконец-то у нас появляется аптечка, теперь мы можем ее залутать и... Хух. Ну, мне повезло, мне какие-то более-менее адекватные бобры попались. У меня еще акул откуда-то взялся. Вроде же его... Ну, он был как бы, но он куда-то там уходил. Я про него вообще не обращал внимания. Ну что? Мы победили первый склад. Неожиданно. Мы вынесли 13-ю Джейд. Почему? Ну, потому что у нее команда была неадекватная. У меня команда играла вместе, поэтому у нас было больше шансов на победу. Конечно же. Было больше. Так. Мы тут идем в ва-банк, да? Идем доминировать. Я, конечно, очень меткий по лукам, как всегда, впрочем. Пока что действуем красиво, адекватно. Метко. Очень метко действуем. Очень меткие действия. Не, ну наша J10 это просто нечто, ребят. У меня слов нет. Ее вот это, знаете, вот я ее рисую, а толку нету. Я ее рисую, а толку нету никакого. Домой. До свидания. До свидания. Капканчик ставим. Ну, блин, 2 аптечки минусанул, как бы. Зато минуснул 2. Вот самое обидное, это то, что, вот видите, вот эта J10, она очень нам портит игру. То есть у нас все ребята стараются, а вот оно бесполезное. Оно бесполезное, оно даже кнопки нажать не может. Оно бочки убивает. Убийца бочек. Ну, возьми, хорош. Все, погнали, погнали. Фух, тяжеловато с этими ребятами, конечно. Немножко. Но второй склад мы развалили. В итоге, кстати, мы победили. Посмотрите, уже 2 противника осталось против нас. Вот такие дела. 2 склада в соляну развалили. Как вам? Сложно? Ну, склады были, конечно, немножко неадекватные. Как вы видели, они были поодиночке. Я не знаю, что это вообще значит. Зачем так играть, тоже не понимаю. Но вот они как-то так играли. То есть они вот как-то так играли. И поэтому так вот получается. Так, тут никого нету. Ну и ладно. Просто бахаем автоатака, она шансом более высоким попадет, чем я попаду. Бежим, бахаем. Бочку там видели, попадала автоатака как бы. Изи меткость, да? Ну, 1 килл, кстати. Как вам, а? 1 килл всего сделал. Нормально?
Сколько я там урона вносил, вы все, в принципе, видели. Ну, конечно, иногда я промахивался, но урона было реально много, но акул добивал, гад. Но все равно очень красиво получилось. Лиска прям хорошо себя показывает. И на этой прекрасной ноте мы закончим, ребятки. Рейтинг, как вы видите, поднимается не так легко. Немножко неадекватные команды попадаются. Что по уровню, что за тебя, что против тебя. Ну, знаете, вот они что-то изменили в балансе. Изменилось на 5-10%. Улучшился баланс. Вот реально улучшился. Но против тебя стало кидать процентов на 100. Ладно, не на 100, ладно. Процентов на 50 сильнее противника. То есть вот так баланс улучшился, ну, такое себе на самом деле по улучшению баланса. Нужно смотреть дальше, что будут делать разработчики. Думаю, это не последнее еще изменение, потому что такое, это, конечно, очень смешно. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. В общем, участвуйте в Золотой Лихорадке, в конкурсах. Там, как говорится, 4К гемов. Если у вас есть кинчик, вперед, поехали. Все дела. В общем, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.